Здравствуйте, друзья! С вами Валерий Табаков. Сегодня мы разбираем одну из самых токсичных идеологий современности – русский мир, которую продвигает русская православная церковь под руководством патриарха Кирилла и российские власти. Эта концепция, якобы объединяющая Россию, Украину и Белоруссию в духовное пространство, на деле служит оправданием имперских амбиций, войны и подавления национальных идентичностей. Мы рассмотрим русский мир через 4 аспекта: богословский, языковой, церковно-славянский и политический. Затем проанализируем точку зрения Ирины Фарион, украинской националистки, и сравним ее с русским миром. Отличается ли ее радикализм от имперской риторики? И, наконец, разберем утверждение Владимира Путина, что Украина – это проект антироссия, против которого он выступает. Что стоит за этими словами и как они связаны с русским миром? Видео продлится около 20 минут, так что давайте погружаться в эту сложную, но важную тему. Начнем с богословского аспекта русского мира. Патриарх Кирилл сравнивает единство России, Украины и Белоруссии с божественным единством Святой Троицы. Но можно ли использовать священный догмат для политических целей? Давайте разберемся, почему это не просто ошибка, а профанация веры. В 2010 году в Киеве патриарх Кирилл заявил: Россия, Украина и Белоруссия – это триединое пространство, подобное Святой Троице, где единство не разрушает различий, но объединяет нас в любви и вере. После начала войны в 2022 году он сказал: мы переживаем трагедию разделения нашего народа, который должен быть един, как Святая Троица. Звучит красиво, но подумайте, как можно сравнивать 3 народа с Божественной Троицей? И как война, разрушившая тысячи жизней, связана с любовью и единством? В православии догмат от Святой Троицы – это основа веры. Отец, Сын и Святой Дух равны в достоинстве, свободны и объединены любовью. Григорий Богослов в слове 31 говорит: они равны по чести, славе и вечности. В русском мире Россия – старший брат, а Украина и Белоруссия – подчиненные. Это не равенство, а иерархия. Сравнивать народы с Троицей – это богословская ошибка. Троица – трансцендентная реальность, а не инструмент для геополитики. Богослов Сирил Хаварун называет это триадологическим национализмом. И я согласен,
Это манипуляция верой для оправдания власти. В 2010 году слова Кирилла в Киеве были попыткой укрепить влияние РПЦ в Украине, где росло стремление к автокефалии. К 2022 году русский мир стал оправданием войны. Патриарх называет ее борьбой за духовное единство. Но разве аннексия Крыма, разрушенные города и миллионы беженцев – это единство? Это насилие, которое противоречит христианской этике мира. Автокефалия ПЦУ в 2019 году показала равное достоинство Украинской церкви. Но РПЦ разорвала общение с Константинополем, предпочтя власть единству. Где тут свобода и любовь Троицы? Это имперская модель, а не духовность. Русский мир профанирует догмат Троицы, используя его для сакрализации имперских амбиций. Это не богословие, а идеология, которая подменяет равенство и свободу иерархией и насилием. Теперь о языковом аспекте. В русском мире языки – это не средство общения, а оружие идеологии. Русский язык возвышается как цивилизационный код, а украинский и белорусский принижаются до диалектов. Давайте разберем, как это работает и почему это противоречит равенству Троицы. Патриарх Кирилл в 2010 году сказал: «Русский язык, как и вера, объединяет нас. Но это не значит, что украинский или белорусский языки менее значимы. Они как разные голоса в хоре Святой Руси. Но в 2024 году он уточнил: русский язык стал главным наследником церковнославянского, несущим духовное единство. На практике на оккупированных территориях Украины, в Крыму, Донбассе, Херсонской области украинский язык запрещают. Human Rights Watch в 2023 году сообщает, что в ДНР и ЛНР украинский исключен из школ, а в Крыму украинских школ почти не осталось. Amnesty International 2020. И что? Это хор? В Троице каждая ипостась равна. Если перенести это на языки, русский, украинский и белорусский должны иметь равное достоинство. Но русский мир создает иерархию. Русский язык – дирижер, а украинский и белорусский – второстепенные подпевалы. В статье Путина 2021 года об историческом единстве русских и украинцев он назвал украинский язык искусственным. Это ложь, отрицающая право украинцев на идентичность. В Белоруссии белорусский язык маргинализирован режимом Лукашенко, который поддерживает русский мир. В 2020 году
белорусский язык стал символом протестов, но БПЦ продолжает использовать русский. В Украине же украинский язык – символ независимости. Опросы Киевского международного института социологии 2023 года показывают, что 71% украинцев теперь используют украинский в повседневной жизни, против 57% в 2019 году. Это ответ на русификацию русского мира. В Троице различия укрепляют единство через любовь. В русском мире различия подавляются. Русификация на оккупированных территориях – это насилие, а не единство. Митрополит Эпифаний из ПЦУ сказал: украинский язык – это голос нашего народа. Почему РПЦ боится этого голоса? Потому что он подрывает их контроль. Русский мир навязывает языковую иерархию, подавляя украинский и белорусский языки. Это противоречит равенству Троицы и разрушает идентичности народов. Вместо хора – диктат одного голоса, поддерживаемый войной. Перейдем к церковнославянскому языку, который в русском мире называют духовным кодом. Это наследие учеников Кирилла и Мефодия, созданное на основе диалекта южнославянского салунского наречия, созданное для миссий. Но сегодня он стал инструментом контроля, а не единства. В 2022 году патриарх Кирилл заявил: церковнославянский язык – это язык нашей общей молитвы, который объединяет нас как Святая Троица. В 2024 году он добавил: церковнославянский дал жизнь русскому, украинскому и белорусскому языкам, но русский стал их главным наследником. РПЦ использует церковнославянский как символ связи с Москвой. ПЦУ, переводя литургию на украинский, вызвала гнев РПЦ, которая видит в этом раскол традиций. Кирилл и Мефодий создавали церковнославянский, чтобы славяне молились на понятном языке. Но в русском мире он стал инструментом контроля. РПЦ настаивает на его использовании в УПЦ МП. Даже после декларации УПЦ МП независимости в 2022 году. На оккупированных территориях, в Крыму, Донбассе, Мариуполе, РПЦ строит храмы, где богослужения идут только на церковнославянском, а украинский вытесняется. Human Rights Watch отмечает, что украинский язык запрещен в школах, а церковнославянский сакрализирует российскую власть. В Троице каждая ипостась уникальна. ПЦУ, переводя литургию на украинский, следует традиции Кирилла и Мефодия, уважая язык народа. РПЦ же использует церковнославянский для контроля. Константинопольский патриарх Варфоломей сказал: каждый народ имеет право молиться на своем языке. Почему РПЦ против? Потому что украинский язык в богослужении – это вызов их власти. Церковнославянский язык в русском мире – это инструмент контроля, а не единства. Его сакрализация
поддерживает русификацию, противореча миссии православия и равенству Троицы. Теперь о политической стороне русского мира. Эта идеология стала оправданием российско-украинской войны, аннексии и насилия. В марте 2022 года патриарх Кирилл сказал: «Эта война не просто политический конфликт, а борьба за духовное единство Святой Руси». В 2024 он добавил: «Русский мир должен противостоять вызовам современности». Эти вызовы – независимость Украины, автокефалия ПЦУ, стремление украинцев к своей идентичности. Русский мир объявляет их угрозой, которую нужно подавить. Русский мир – это имперская идеология, аннексия Крыма в 2014, сепаратизм в Донбассе, вторжение в 2022 оправдывались защитой русскоязычных и Святой Руси. Но факты говорят иное. ЮНЕСКО в 2023 сообщает о разрушении более 150 культурных объектов в Украине, миллионы беженцев и принудительная паспортизация. По сообщениям Human Rights Watch 2023, это насилие, а не единство. В Троице нет иерархии, но в русском мире Россия – центр, а Украина и Белоруссия – подчиненные. Автокефалия ПЦУ 2019 года признала равное достоинство Украинской церкви, но РПЦ разорвала общение с Константинополем, показав, что ей важна власть. Этическая проблема. Христианство учит миру, но русский мир оправдывает войну. Патриарх Кирилл благословляет военных, называя их защитниками Святой Руси. Папа Франциск в 2022 году осудил эту риторику. И я согласен, церковь не должна поддерживать агрессию, а патриарх не должен служить алтарником Путина. Русский мир – это имперская идеология, использующая православие для оправдания войны и подавления Украины. Она противоречит принципам Троицы, заменяя любовь насилием. Теперь о точке зрения Ирины Фарион, украинской националистки и экс-депутата от «Свободы». Ее радикальные взгляды на язык и идентичность вызывают споры. Отличается ли ее позиция от русского мира? Или это другой полюс той же идеологии? Фарион известна жесткими заявлениями о защите украинского языка. В 2019 году она назвала русскоязычных украинцев тупыми и проклятием страны. В 2023 году она заявила, что русскоговорящие военные ВСУ не могут называться украинцами, что вызвало скандал и дело СБУ. Ее цель – полная бандеризация страны, как условие освобождения Украины. Интересно, что в советское время Фарион была членом КПСС и, по данным архивов, поощряла изучение русского языка. Теперь же она требует вытеснения русского языка из Украины.
Фарион кажется антитезой русского мира. Если русский мир возвышает русский язык и отрицает украинский, Фарион делает украинский язык единственным признаком истинного украинца, исключая русскоязычных. Но есть ли разница? В русском мире русский язык – цивилизационный код, а украинский – диалект. Фарион зеркально требует вытеснения русского языка, называя русскоязычных падалью. Обе позиции отрицают равенство языков, нарушая принцип Троицы, где каждая ипостась равна. Фарион, как и русский мир, создает иерархию. Ее бандеризация исключает русскоязычных, подобно тому, как русский мир подавляет украинский язык на оккупированных территориях. Русский мир – имперская идеология, подчиняющая Украину и Белоруссию Москве. Фарион защищает суверенитет Украины, но ее радикализм, например, призывы к невыносимым условиям для русскоязычных, повторяет агрессию, которую она критикует. Ее методы противоречат демократии, разделяя украинцев, включая русскоязычных бойцов ВСУ, которые защищают страну. Русский мир сакрализирует русский язык и церковнославянский, используя Троицу для иерархии. Фарион не апеллирует к православию, но ее риторика о чистоте нации имеет квазирелигиозный оттенок, схожий с мессианством русского мира. Фарион не альтернатива русскому миру, а его зеркало в националистическом ключе. Ее радикализм разделяет украинцев, игнорируя вклад русскоязычных в борьбу за Украину. Ее требование бандеризации исключает плюрализм, который нужен для сильного общества. ПЦУ, продвигая украинский язык как равноправный, показывает лучший путь. Позиция Фарион контрастирует с русским миром, защищая Украину, но повторяет его ошибки, нетерпимость и иерархию. Обе идеологии нарушают равенство Троицы, исключая чужих. Фарион разделяет нацию вместо того, чтобы объединять. Теперь разберем утверждение Владимира Путина о том, что Украина – это проект антироссия, против которого он категорически возражает. Это заявление – ключевой элемент риторики русского мира. Что оно значит и как связано с войной? Путин неоднократно называл Украину проектом антироссия, созданным Западом для угрозы Москве. В июне 2024 года он заявил: все считают, что Россия начала войну в Украине. Но никто на Западе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с антиконституционного переворота в Украине. В интервью 2025 года советник Путина Николай Патрушев добавил, что Украина давно рухнула из-за насильственного насаждения неонацистской идеологии и русофобии. Путин утверждает, что независимость Украины и ее ориентация на Запад – это угроза России.
В 2022 году он назвал целью войны денацификацию Украины, что, как отмечает Journal of Democracy, является кодом для антидемократической смены режима. В 2025 году он продолжил. Первопричина конфликта – это украинский нацизм и милитаризм, подразумевая, что независимая Украина с прозападной политикой – это антироссия. Утверждение об антироссии – это сердце идеологии русского мира. Оно оправдывает войну как защиту России от Украины, которая якобы угрожает ее сфере влияния. В 2022 году Путин заявил, что проблема в том, что в соседних с Россией территориях формируется враждебная антироссия. Это риторика, где независимость Украины и ее демократический выбор, например, Майдан 2013 года, рассматриваются как угроза. Русский мир использует это для того, чтобы, первое, сакрализовать войну. Патриарх Кирилл называет ее борьбой за Святую Русь, а Путин – борьбой с русофобией. Оба ссылаются на духовное единство, которое Украина якобы разрушает. Второе. Отрицать суверенитет. Путин считает Украину частью русского пространства, а ее независимость – результат переворота Запада. Это перекликается с русским миром, где Украина должна подчиняться Москве. Третье. Оправдать агрессию. Аннексия Крыма, война в Донбассе и вторжение 2022 года подаются как защита от антироссии. ЮНЕСКО в 2023 году фиксирует нарушение суверенитета Украины и разрушение 160 культурных объектов. Но Путин называет это устранением первопричин. Историческая ложь Путина. Путин связывает антироссию с Майданом 2013 года, называя его переворотом. Но Майдан был народным протестом против коррупции и отказа Януковича от евроинтеграции. Это был демократический выбор, а не западный заговор. Называя Украину антироссией, Путин отрицает ее право на суверенитет и демократию. Как отмечает Journal of Democracy, он боится успешной украинской демократии, которая угрожает его режиму. Обвинение в нацизме и русофобии – это пропаганда. Украина – многоязычная страна, где русскоязычные граждане, например, из Харькова, Одессы, Днепра, Киева, защищают ее от России. Опросы 2023 года показывают, что 71% украинцев используют украинский язык, но русскоязычные остаются частью нации. Путин считает русскоязычных украинцев жертвами русофобии, а Фарион – проклятием страны. Оба используют язык для разделения. Путин, чтобы подчинить Украину, Фарион, чтобы исключить русскоязычных. Но Путин
действует из имперских амбиций, а Фарион из националистических. Русский мир и утверждение об антироссии противоречат Троице, где равенство и свобода – основа единства. Путин и РПЦ отрицают право Украины на свободу, навязывая иерархию. Фарион, напротив, исключает русскоязычных из украинской нации, тоже нарушая равенство. Утверждение Путина об Украине как проекте «Антироссия» – это ядро русского мира, оправдывающее войну и отрицание суверенитета Украины. Оно ложно, исторически и антидемократично, подменяя свободу насилием. Фарион, хотя и защищает Украину, зеркально повторяет эту логику, исключая чужих. Друзья, мы разобрали русский мир с разных сторон. Богословски он профанирует Троицу, используя ее для имперских амбиций. Языковая политика подавляет украинский и белорусский языки, разрушая идентичность. Церковнославянский язык стал инструментом контроля, а не миссии. Политически русский мир оправдывает войну и аннексию. Точка зрения Фарион, хотя и защищает Украину, повторяет ошибки русского мира, создавая новую иерархию и разделяя нации. Утверждение Путина об антироссии – это ложь, которая отрицает право Украины на демократию и оправдывает агрессию. Русский мир – это антихристианская идеология, подменяющая равенство и любовь Троицы, насилием и иерархией. Позиция Фарион – ее националистическое зеркало, разделяющее вместо объединения. Утверждение об антироссии – пропаганда, отрицающая свободу Украины. ПЦУ, продвигая украинский язык и автокефалию, показывает путь уважения к свободе и достоинству. Мы должны отвергнуть русский мир, так и радикализм Фарион ради мира и справедливости. Если вы согласны с тем, что русский мир и радикализм – это не путь к единству, напишите в комментариях. Поделитесь видео, чтобы больше людей узнали правду. Подписывайтесь на канал и давайте бороться за правду вместе. С вами был Валерий Табаков. До встречи.